Ну что, друзья, всем по традиции Buenos Tardes. Меня по-прежнему зовут Артем Лорес, и я являюсь руководителем компании Латино-Руссо. Давайте представим с вами такую ситуацию. Есть у вас на руках несколько сотен тысяч долларов. Ну и что бы вы на них купили? Квартиру в Дубае? Новый Геленваген? Или открыли новый бизнес? Ну а я предлагаю вам не менее привлекательный вариант – это купить паспорт другой страны. Сегодня мы разберемся с рынком инвестиционного гражданства, доступными программами, их выгодами и подводными камнями. Друзья, ну и пока мы не начали, у меня к вам, как всегда, большая просьба. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк этому видео. Ну и оставьте любые комментарии. Вам это не сложно, но для нас это очень важно для продвижения нашего канала. Ну а мы за это будем радовать вас новыми интересными видео про жизнь и легализацию в странах Латинской Америки. Ну и также я напоминаю, что наша команда Латино-Руссо оказывает помощь в получении гражданства Колумбии, Эквадора, Мексики и Парагвая. Чтобы получить бесплатную консультацию от наших экспертов, оставьте заявку на нашем сайте. Ссылка на него будет в описании под этим роликом. Итак, вернемся к теме сегодняшнего ролика. Для чего нам нужен второй паспорт? Ну, прежде всего, он позволяет свободно путешествовать без визы во многие страны, для посещения которых обладателю паспорта стран бывшего СНГ нужно тратить много времени и денег, чтобы получить заветную визу. Например, обладая гражданством Мальты, вы получите беспрепятственный доступ к странам Евросоюза. Кроме того, в ряде государств наличие такого паспорта дает налоговые преимущества, но зарубежные банки с радостью откроют вам счет без угрозы дальнейших блокировок. В наше нестабильное время второе гражданство – это возможность поменять место дислокации, но также защитить свои активы. В некоторых случаях покупка паспорта дает возможность обрести новое гражданство всем членам семьи, в том числе и несовершеннолетним детям. Любой предприниматель понимает, что ему необходимо защитить свои активы. И второй паспорт выступает в данном случае в роли такой волшебной таблетки. Под понятием «купить паспорт» я имею в виду не покупку его в магазине канцтоваров. Вы делаете свой вклад в экономику страны, в ее развитие, недвижимость, ну или бизнес, одобренный государством. А в ответ страна поощряет вас, предоставляя вам статус своего гражданина. Этот процесс называется CBI, как гражданство за инвестиции. Такие программы – это достаточно эксклюзивные предложения, с которыми выступают некоторые страны. Ну и с каждым годом таких предложений все меньше и меньше. Давайте разберем, как все это работает. Обретая новую родину, вы получаете юридический статус со всеми правами наравне с местными жителями, будто вы в этой стране родились. В отличие от резидентства, где права достаточно ограничены, имея паспорт, вы сможете участвовать в выборах, работать в государственном секторе или получать консульскую защиту от страны, гражданство которой вы получили через инвестиции. Основные условия по программе CBI. Инвестиции в экономику страны – это пожертвование в государственный фонд, инвестиции в бизнес или покупка недвижимости. Сумма обычно стартует от 200 тысяч долларов и могут достигать нескольких миллионов. Ну, тут в зависимости от страны и типа вложений. Проверка на добропорядочность инвестора. Государство, конечно, смотрит, откуда у вас деньги. Проживание. Некоторые страны требуют от новых граждан проживать на их территории определенное время. Ну, срок обычно от нескольких недель до нескольких месяцев в году. Это самый дорогой, но и самый быстрый способ получить паспорт. Если при переезде по другим схемам процесс может занять годы, то здесь все решается за несколько месяцев. Без обязательного знания языка, культуры и истории страны. Ваше образование и профессия тоже не играют никакой роли. Карибские программы. Преимущество карибских паспортов. Карибы – это стартовая точка для инвестиционного гражданства. Здесь обычно самые доступные программы, так как государства небольшие, ну а значит суммы вложений меньше, а процесс быстрее. Выбор здесь не особо велик. Там всего 5 стран. Это Сан-Китс и Невис, Доминика, Гренада, Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда. Может, это, конечно, не США, Франция или Англия, но карибский паспорт – это волшебный пропуск, дающий безвизовый въезд в более чем 145 стран, включая Шенген, Китай и Сингапур. Преимущество. Возможность попасть в страну даже при закрытых границах, если у вас серьезные деловые или семейные обстоятельства. Также вы освобождаетесь от налогов на доход, полученный за границей. Быстрота оформления. Срок оформления обычно от 3 месяцев до полугода. В 2024 году минимальный порог для карибских программ вырос со 100 тысяч долларов до 200 тысяч долларов. Самое доступное предложение в Доминике, где можно инвестировать 200 тысяч долларов вне зависимости от того, куда именно вложено средства. Далее идут Антигуа и Барбуда и Гренада от 250 тысяч долларов. А за инвестиции в недвижимость сумма возрастает до 400 тысяч долларов. У Гренады есть особый статус. Ее граждане могут получить визу Е2 в США, позволяющую вести бизнес в Америке, обучать детей в местных школах и вузах. Вануату. Это самая доступная программа. Вануату – это океан и низкий порог входа. От 130 тысяч долларов. Оформление от 1 месяца, без требований к проживанию, налогов на мировой доход, богатство и наследство. С инвестициями от 400 тысяч долларов открывается средний сегмент. Турция.
Вы покупаете недвижимость с обязательным условием владения ее не менее 3 лет. Оформление гражданства в среднем занимает до 5 месяцев и дает безвизовый доступ к 110 странам. Мальта. Вход в Евросоюз. Сумма от 600 тысяч евро с дополнительными взносами и вложениями в недвижимость. Это самый сильный паспорт в мире. Доступ к Шенгену, Великобритании, США и Канаде. Без налога на доход за пределами Мальты. Элитные программы. США, Эмираты, Австрия. Для крупных инвесторов есть программы с многомиллионными вложениями. Например, США. Инвестиции минимум $800 тысяч и 5 лет резидентства перед подачей на паспорт. Арабские Эмираты. Элитный паспорт с безвизовым въездом в 175 стран, но условия размыты и сумма инвестиций от $2,5 миллионов. Австрия. Там нет фиксированной программы, все рассмотрение проходит индивидуально, ну и суммы, конечно, заоблачные. Вот такой у нас список стран на сегодняшний момент. Ну, как и везде, конечно, есть свои нюансы. Большинство из этих стран закрыли свои программы для граждан России после всех известных событий февраля 2022 года. Ну и, конечно, не каждый сможет выделить такой бюджет на получение паспорта. Поэтому наша команда Латиноруса поможет вам в получении гражданства Колумбии, Эквадора, Мексики или Парагвая. Спойлер, это сильно дешевле, а по надежности не уступает вышеперечисленным вариантам. Кому интересно узнать подробности, то заходите на наш сайт. Он будет по ссылке в описании к этому ролику. Ну, либо пишите нам в мессенджеры, их мы также оставим в описании. Ну и я также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал. Там мы выкладываем важные новости по изменениям в миграционных программах. Также пишем интересные статьи про жизнь в Латинской Америке. Ну и, конечно, там можно пообщаться и задать мне вопросы. Я всегда на связи в Telegram. Ну, естественно, не забываем подписываться на наш YouTube-канал. Скоро здесь будет много интересного материала, который мы готовим для вас. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну что, друзья, до новых встреч. Аста пронто!